Приветствую всех, друзья! В предыдущем видео мы подключили Vuex. Также мы настроили наш store, куда поместили теги и таски. Сейчас мы проверим, как это все работает. Отправим тестовый фильм. Description. Поменяем на 2 часа. Добавим новый тег. Выберем 3 тега. Отправим их. Перейдем в таски. И видим фильм, то, что мы выбрали. Total time, который посчитался. Title, description и теги, которые мы выбрали. Также мы настроили фильтр, где есть Active Completed и All. Пометим как выполненным, и он у нас сразу же перебросится в Completed. Также в Active у нас хранятся все активные задачи, и во всех задачах у нас, соответственно, все таски текущие. В этом видео мы, во-первых, сделаем регистрацию с полной валидацией всех полей, также сделаем логин. И в конце видео мы добавим анимацию для тасков, то есть чтобы все плавно появлялось, и анимацию для тегов, то есть когда мы будем добавлять новый тег, чтобы он плавно заносился сюда, плавно скрывалось, открывалось меню. И в принципе на этом мы подготовим полностью наш проект к подключению Firebase. Для начала покажу точнее, как будет выглядеть окно с регистрацией. Я открыл в инкогнито, чтобы мои данные не подхватывались. У нас окно с регистрацией будет выглядеть похожим образом. У нас справа будет регистрация, слева будет какой-нибудь баннер, либо статичная картинка. И также у нас будет ссылка на если есть аккаунт, то будем перебрасывать на вход. И также обратно на регистрацию. Только слева у нас все так же будет баннер. С точки зрения UX это более правильно, поэтому мы в принципе так и сделаем. Пожалуй, начнем, сделаем для нашей регистрации разметку, а потом уже будем работать непосредственно с валидацией. Для того, чтобы нам сделать слева баннер, справа форму, мы все наши блоки поместим в отдельный, точнее в общий класс, который будет называться AUF. И дальше следом поместим AUF баннер и AUF form. В принципе, эту строчку можно поместить в сам баннер, где мы напишем hello banner. Дальше мы добавим сюда баннер. И в форму непосредственно будет сама форма. Можно также сделать здесь, указать, что это регистрация. Заголовок будет второй. Registration укажем. И здесь поменяем тоже на второй заголовок. H1 нам уже не нужен, поскольку по SEO H1 должен быть лишь один на странице. Поэтому просто укажем span. Сохраним, посмотрим, что получилось. Пока что ничего у нас не вывелось. Сейчас мы добавим input и потом уже добавим небольшие стили. Первый input у нас будет type email. Также сделаем ему placeholder, который у нас будет email, только уже с большой буквы. И далее все это привяжем через vModel к email. Скопируем email и сразу же в return его объявим как пустую строку. Также можно в принципе сразу же добавить еще 3 строки. Первая строка у нас будет это password. И третья строка у нас будет repeat password. То есть repeat password у нас будет как раз таки input, который будет нам проверять правильность первого пароля и второго. Сейчас мы это все скопируем и дальше уже будет более понятно. Так, здесь у нас уже type будет password. Так, неправильно. Password. Email тоже будет password. И vModel password. Здесь то же самое. Только placeholder мы уже укажем repeat your password. И vModel repeat password. Проверим. Все получилось правильно. Теперь можно добавить немного стилей. Для этого в стилях пропишем AUF DisplayFlex. И дальше так, DisplayFlex. И дальше пропишем AUF Banner.
и AUF form with 50%. Посмотрим. Ага, так что он тут пишет? Property password. Так, я здесь тоже неправильно указал. Все, теперь у нас без ошибок. Все отлично. И теперь можно непосредственно перейти к валидации. Для валидации мы будем использовать библиотеку ViewLidate. И первая же ссылка будет вести на репозиторий GitHub с текущей библиотекой. Нас больше интересует документация, поэтому перейдем в документацию. В документации опустимся чуть ниже. И для начала мы это все дело установим. Пропишем npm. Так, сейчас. У меня страница загрузится. npm install viewLidate --save. Для этого сервера остановим и пропишем. И как только у нас библиотека установится, можно в принципе по новой запустить сервер. npm run dev. В консоли опять же скроем. Посмотрим на package.json. У нас передалась зависимость текущей версии ViewLidate 0.7.4. И перейдем к установке. Нам нужно импортировать сначала библиотеку саму ViewLidate. Для этого в main.js сразу же после view импортируем нашу библиотеку. И через view.use скажем view о том, что мы хотим ее использовать. Сохраним все это дело. Перейдем, посмотрим, нету ли ошибок. Сейчас единственные ошибки по дисконнекту. Теперь непосредственно можно перейти к самой валидации. Так, еще ниже будут идти примеры. Для начала мы все это дело подключим. То есть мы будем подключать только те свойства, которые мы будем использовать в компоненте. Поэтому сразу же перед открывающимся тегом script мы импортируем. Для начала нам нужен будет только required. Импортируем required. То есть required у нас будет отвечать за те поля, которые необходимы. То здесь у нас идут две проверки. Во-первых, проверка на required, во-вторых, проверка на min-length. У нас же в email будет проверка только на required, ну и также регулярка на сам email. К проверке на сам email чуть позже вернемся. Сейчас пока что проверим, какие здесь есть поля у vname. То есть для начала мы делаем validations. Для начала мы объявляем validations, куда мы отправляем объекты. То есть у нас здесь в примере есть два объекта. Первый объект это name, второй объект это age. И здесь мы уже объявляем то, что нам необходимо в использовании. То есть в name нам необходим required. Соответственно, если мы это поле не заполним, то у нас он напишет ошибку required. Также у нас идет подключение min-length. И сразу же указывается min-length 4. То есть, когда у нас min-length идет меньше 4, то у нас поле min-length идет в состоянии false. То есть, наверное, лучше разберем, в принципе, все сразу, все флаги текущие, как это все происходит. То есть, мы обращаемся точно так же системно через $v к нашей библиотеке, validations. Потом мы обращаемся к name, в которой мы указываем здесь validations. И дальше имеются флаги. То есть имеется флаг required, который у нас меняется в зависимости от того, заполнили мы поле или нет. То есть по стандарту оно идет false, то есть он пишет ошибку о том, что у нас по текущей проверке какое-то условие не срабатывает. И дальше, когда мы начинаем что-то тут писать, у нас сменяется required на true. То есть он говорит о том, что поле заполнено. И дальше у нас идет вторая проверка на min-length. Min-length у нас сразу же флаг false. То есть у нас вылезает ошибка. То, что у нас текущее условие не отрабатывает. Как только мы заносим еще дополнительно два символа, у нас min-length становится в true. И также error становится значение false. То есть когда у нас есть какие-либо ошибки, то у нас error становится в состоянии true. Как только их нету, состояние становится false. И также параллельно есть метод invalid, который показывает, валидна ли у нас форма или нет. Сейчас у нас форма invalid в состоянии false, то есть она, соответственно, валидна. Если у нас есть какая-то ошибка,
то у нас форма в состоянии true. То есть она невалидная уже. Он нас дальше не пропустит. Если мы захотим, например, сделать submit, то он нам не даст его сделать, поскольку у нас форма невалидна и у нас есть какие-либо ошибки. Я думаю, более-менее нормально объяснил. Сейчас на примерах это все разберем еще более подробно. Скопируем текущий name. Точнее, нет, нам нужно сначала validations. Сразу же после data пишем validations. И уже сюда скопируем name. Изменим name на email. И required нам в принципе не нужен. Ой, точнее не required, а что там было, minlength. Minlength мы будем для пароля использовать. И дальше мы подключим саму проверку email на то, является ли он email. То есть у нас будет примерно следующая регулярка, которая будет нам проверять, есть ли какие-то символы, есть ли собака после этих символов. Дальше он будет еще что-то проверять. И в конце он будет проверять точку и какие-то знаки. И, соответственно, нам нужно этот email, то есть проверку email, импортировать из библиотеки с валидаторами. Так, перейдем дальше в примеры. Здесь, в принципе, примеры все также на паге есть и на HTML. Мы будем использовать как раз паг. Дальше мы выведем form group, только мы единственное будем использовать не form group, а скорее form item, поскольку мы будем для каждого инпута делать так или иначе проверку. То есть не для группы, а для единого. Поэтому здесь более правильно использовать item. И дальше привяжем, в принципе, точно так же класс. Класс мы назовем error, такой error input. И дальше мы точно так же обращаемся к нашему валидатору, к полю email. То есть где оно у нас? Вот оно поле email. И проверяем, есть ли у нас здесь ошибки. То есть в required и в самой проверке email. Если они есть, то у нас появится класс error input. Теперь мы это же самое скопируем и продублируем для нашего инпута. Только уже класс добавим просто error. То есть для того, чтобы у нас и для инпута также появлялся класс error. В случае, если у нас в email есть какие-либо ошибки. То есть опять же, возвращаясь к примеру, мы обращаемся к текущему error. Соответственно, если что-то есть, то у нас он в true. И, соответственно, появляется текущий класс. Далее нам нужно как-то инициализировать обработку. То есть, чтобы у нас сама обработка появилась. Здесь в примере используется то есть запуск через vModel. При такой проверке у нас сразу же, как только мы начинаем что-то вводить, у нас сразу же появляются ошибки. Мы будем использовать немного другой метод. Мы это все повесим на метод change. И напишем следующее. Опять же обратимся к validations, далее к полю email и дальше запустим метод touch. Метод touch, который у нас является функцией, и сам этот метод, он как раз таки запускает всю проверку на валидацию. Сохраним, посмотрим, что у нас получилось. Так, одна единственная проблема у нас есть у... Так, а где он его видел? Ага, после поля email нам не нужна запятая, это ESLint ругается. Проинспектируем наш email. То есть сейчас мы видим то, что у него нету никакого класса и нету также класса у формы. Вобьем сюда какие-нибудь значения и дальше просто табнемся на другой input. И у нас сразу же появляются ошибки о том, что у нас по каким-то параметрам не проходит валидация и, соответственно, появляются ошибки. Сейчас мы это немного оформим. Для начала возьмем класс input и проверим, есть ли у него класс error. И если такой класс есть, то мы будем менять border color на... Так, сейчас я возьму цвет из colors. Вот он, текущий цвет. И будем просто менять border color на красный цвет. Вот у нас, соответственно, все обновилось. И как только у нас есть ошибка, у нас автоматически меняется цвет. Теперь можно непосредственно вывести сами ошибки. Для этого перейдем обратно в пример и скопируем текущее поле с ошибкой. И сразу же после инпута его так и напишем. Только единственное, обратимся к
email. Продублируем и обратимся уже не к required, а к email. И напишем email is not correct. И здесь у нас уже будут, то есть появляться ошибки только тогда, когда у нас email required, то есть если опять же перейти в пример, и есть поле required. То есть тогда, когда оно будет в состоянии false, мы будем выдавать текущую ошибку. Тогда, когда у нас email и сам email, то есть проверка регулярки, будет в состоянии false, мы будем выдавать текущую ошибку. Сохраним. Посмотрим, как это работает. Так, а почему у нас... Ага, нам нужно поместить на одном уровне span вместе с формой. И у нас есть сразу же первая проблема, то что у нас сама ошибка, она сразу же отображается. И для того, чтобы этого не было, то есть сейчас мы пропишем, мы сделали самому инпуту класс error_input. Поэтому мы сделаем следующим образом. Так, для начала мы возьмем input item. Мы его, по-моему, так назвали. Сейчас посмотрим. Не, form item. Form item. И дальше мы обратимся к классу error, сделаем ему display none. И теперь проверим, если у нас есть у form item класс error input. И сделаем ему display блок. Посмотрим, как это работает. Так, у нас он совсем скрылся, потому что нам нужно сделать проверку следующим образом. И вот у нас появилось сообщение о том, что email некорректный. Сейчас обновим страницу. И все, у нас текущих сообщений нету. Как только мы начинаем писать и делаем какую-либо ошибку, кликаем мышкой в каком-либо месте, у нас сразу же появляется сообщение. Как только мы удаляем, у нас также появляется. Сейчас добавим еще немного стилей. Во-первых, добавим margin bottom 8 пикселей. Также font size пусть будет 13,4 пикселя. И color. Color, который у нас будет такой же, как и border color. Посмотрим. Да, так лучше. И сейчас попробуем ввести mail.ru. И все, у нас, в принципе, классы эти убираются. И он нас пускает дальше. Теперь перейдем к паролю. Перейдем опять же в example. Найдем, где у нас... вот нам поле с паролем. И у нас есть точно так же два пароля. Длина должна быть 6 символов. Вводим длину 6 символов, чтобы пройти текущие проверки. И в repeat password нам сразу же выдается ошибка, то что пароли не совпадают. И как только они совпадают, у нас same as password становится в true. Поэтому скопируем и просто их вставим сюда. Сразу же импортируем minLength и импортируем same. Даже не same as password, а нам нужен именно same as. Здесь у нас просто проверяет то есть на password у нас идет опять же проверка required и проверка minLength. На repeat password у нас просто идет проверка same as password. То есть он проверяет, одинаков ли текущий пароль с текущим паролем. Теперь перейдем, скопируем точно так же наш... Так, наверное, можно сразу же для двух это вставить. Form item и form item. Только теперь классы будут зависеть, то есть не от email, а от паспорта. И тут точно так же у нас не от email, а от repeat паспорта. Точно так же добавим классы input, что первому, что и второму. И точно так же от паспорта и от repeat паспорта. То есть мы их привязываем уже к текущим параметрам. И также запустим инициализацию на change.
где у нас будет так, password и repeat password. Теперь займемся выводом ошибок. Опять же скопируем текущие ошибки и вставим их сразу же в input. Точнее после инпута. И посмотрим, что происходит здесь. Как только у нас password required в состоянии false, у нас выводится текущая ошибка. И как только у нас min_length в состоянии false, у нас выводится текущая ошибка. А текущий знак — это особенность пага. То есть можно либо написать любой текст таким образом. Если же у нас текст получается достаточно длинным, то можно это просто сделать переносом на другую строчку. Это будет одинаково правильно. И также здесь нам выводит сообщение об ошибке. То есть также здесь у нас есть обращение к vPassword. Дальше он берет параметры, ищет минимальную длину и выводит минимальное значение. То есть если перейти в пример, то у нас у паспорта есть параметры. Вот они, так же как в принципе и repeat паспорта. И здесь в параметрах у нас есть min_length. И дальше есть параметры, то есть сначала тип идет min_length, и дальше идет минимальное значение 6, которое мы передаем в принципе validations в password. Текущее значение. И здесь мы просто его выводим. Дальше выведем также ошибку для нашего repeat паспорта. Точно так же перед инпутом, точнее после. То есть похож ли наш пароль на предыдущий или же не похож. Сохраним, посмотрим, как это сейчас работает. По идее, ошибок не должно быть. Так, есть два предупреждения. Посмотрим. Так, это он говорит о том, что у нас лишняя строка. Посмотрим, как все работает теперь. Введем какой-нибудь email test.ru, даже без .ru. Валидатор сразу же выдал ошибку. Теперь введем все правильно. Теперь попробуем также ошибиться на пароле. И видим точно так же ошибку. Попробуем 123, 123 ввести. Сюда же 123. Перещелкнемся. И у нас также выводится ошибка о том, что пароль не одинаковый. Введем 123 и форма отрабатывает. Никаких ошибок нету. Теперь перейдем к отправке. Так, для отправки нам нужен form submission. Посмотрим, как она происходит. Submit, идет sending и благодарность за отправку. Так, посмотрим, как она работает. В принципе, можно и скопировать submit status. То есть submit status по умолчанию у нас будет идти как null. И дальше мы ему что-то задаем. То есть, если у нас форма невалидная, то мы задаем ему error. Если у нас форма валидная, то мы ему сначала задаем pending. Потом у нас идет имитация отправки с сервера. То есть set timeout 500 миллисекунд. И дальше submit status меняется на OK. Поэтому, в принципе, текущий метод можно точно так же скопировать и вставить его сразу же после validations. Единственное название метода мы, пожалуй, сменим на on submit, так будет более правильно. И сам консоль submit мы кинем только тогда, когда он у нас будет валидным. То есть, когда у нас никаких ошибок не будет. Так, logic here. Ну, можно, в принципе, написать и логику, задать константу user, где у нас будет браться email из текущего email, this.email, и password у нас будет браться также из this.password. И дальше в консоль log точно так же будем отправлять этого юзера. Теперь нам нужно непосредственно сделать submit. Для этого с формы скопируем submit, ставим его в нашу форму. Здесь мы используем метод submit, привязываем к нему prevent, который не дает в форме перезагрузиться. То есть при отправке на submit у нас форма, то есть страница не будет перезагружаться. И также укажем наш метод onSubmit. Дальше нам нужно создать кнопку, у которой будет type submit. Для этого
скопируем из UI mini, из документации классы кнопки. Кнопка у нас будет primary. Так, для начала создадим сам класс buttons list, в который мы непосредственно уже напишем button primary и напишем registration. Дальше для того, чтобы текущий submit отрабатывал, нам нужно указать type submit. И для того, чтобы как раз таки работал type submit, нужно указать ему то, что это является кнопка. Поэтому так просто и напишем, что это button у нас. И дальше сделаем disable поле, которое у нас привязано к pending. То есть для того, чтобы если у нас в валидации каким-то образом, то есть если у нас будут какие-либо ошибки на этапе валидации, чтобы наша кнопка была неактивной. Можно, в принципе, также привязать класс какой-нибудь, например, класс disable. Но я особо этим заморачиваться не буду. Вот, достаточно, в принципе, будет и такого. Сейчас сохраним, посмотрим, как это работает. Появилась кнопка registration. Также, кстати, можно еще скопировать сам статус submit. Для этого, в принципе, скопируем все текущие проверки, вставим их. Так, добавим точно так же класс button list. Только единственное, добавим к нему модификатор info. Так, теперь проверим. Обновим страницу. Введем какой-нибудь email. asd.ru. Password. И отправим registration. У нас произошла имитация сервера. Дальше мы уже это все исправим на реальную загрузку с сервера, точнее не загрузку, а отправку на сервер текущих данных. То есть мы также эти данные перенесем все в Store. И дальше уже будем их обрабатывать в Firebase. И сейчас проверим, как у нас работает форма, если у нас какое-либо поле невалидно. Нажмем Registration, он нам ничего не отправляет и пишет лишь о том, что проверьте форму на корректность. Проверим сейчас. Все произошло успешно и отправился новый юзер. Теперь сделаем следующее, то есть скопируем текущий блок, удалим отсюда все лишнее и напишем следующее. Напишем span. Do you have count? И дальше укажем router link. Все можно, в принципе, и тут написать. Login. И дальше напишем enter here. То есть нажмите здесь. Посмотрим. Да, вот у нас появилась строка Do you have account? Enter here. И нас перебрасывает на страницу с логином. Единственное, здесь я сделал два пробела, чтобы один пробел появился здесь. Сейчас немного добавим этому стилей, то есть максимально простых. Я их сейчас напишу и точно так же вернусь. Я добавил стили. Во-первых, у нас для button list, для текущего листа идет текст align right, и для каждого button листа идет margin bottom 20 пикселей. У нас также есть модификатор, мы проверяем на его наличие. Если он у нас есть, то мы делаем текст по центру и последнему элементу просто обнуляем margin bottom. И текущей ссылке задаем цвет, просто текущий цвет primary. И если у нас есть какие-то ошибки, они у нас точно так же задаются по центру. В принципе, с registration все. Теперь мы это все дело скопируем и переместим точно так же в логин. Единственное, мы здесь изменим на логин. Так, дальше у нас будет, в принципе, все то же самое, за исключением того, что у нас будет второй паспорт. Поэтому второй паспорт мы уберем и registration точно так же заменим на логин.
Submit мы оставим. Так, do you have account? Мы заменим. Напишем просто need registration. Ну, оставим так. Пусть будет enter here. И укажем registration. Так, перейдем на логин. Посмотрим, что у нас появляется сейчас. Никаких ошибок нету, ничего нету. Это замечательно. Также удалим repeat password, поскольку он нам уже не нужен. И, в принципе, submit заменим на логин. Посмотрим, как у нас сейчас все это работает. У нас пишет ошибку ESLint о том, что мы same as импортируем, но нигде не используем. Поэтому нам same as не нужен. Проверим, как у нас идет логин. asd.ru 1, 2, 3. Так, у нас сразу же ошибка о том, что пароль должен быть из 6 символов. Залогинимся. И он нажал, то есть он вывел нам логин и текущий объект пользователя с email и с паспортом. На этом, в принципе, по логину, по валидации, точнее, все. Кстати, можно было, в принципе, сделать это все в одном компоненте. Я этого делать не стал, поскольку очень легко можно было бы запутаться. Но если у вас есть желание, то вы можете, в принципе, это все сделать на одном компоненте. Единственное, здесь, понятное дело, email один и тот же не подойдет. Нужно его дублировать, прописывать email логин, password логин, ну и так далее. Так же, как и в data. Так. Дальше мы подключим UI Mini по-нормальному. Так, единственное, что у нас за проблема. Это старая проблема. Ее уже нет. Теперь мы подключим UI Mini по-нормальному. То есть до этого мы просто скачивали. Как мы делали там? Мы качали last release. И дальше просто его импортировали. То есть не импортировали, а просто папку stylus переносили сюда. И дальше web.view. Мы импортировали assets main.stylus, то есть если мы его сейчас закомментируем и посмотрим, что у нас происходит, то у нас слетаются автоматически все стили, кроме тех, которые мы прописали в компонентах. Раскомментируем, пожалуй. И сейчас мы это все подключим дело по-нормальному. Кстати, друзья, если вам не тяжело, если вам нравится этот фреймворк, то я буду рад тому, если вы поставите звездочку текущему проекту. Это нужно для того, чтобы при определенном количестве звезд можно было подключить CDN. Так, закроем, в принципе, перейдем в документацию. Установим сервер. Подключим через npm, точнее установим через npm install UI mini --save. То есть для того, чтобы зависимость попала в пакет JSON. И также на примере этой библиотеки я покажу, как можно, в принципе, использовать любые библиотеки, которые так или иначе с Vue не интегрированы. Или же те библиотеки, от которых вы используете какую-то определенную часть. Итак, у нас библиотека установилась. Проверим пакет JSON. Появилась зависимость UI mini с текущей версии. Теперь мы снова это все дело закомментируем. Запустим наш сервер. npm run dev. Дальше перейдем в main.js. И сразу же после view data импортируем UI mini. То есть, чтобы у нас библиотеки были на одном уровне, а компоненты были на другом. И также UI mini. И здесь уже, то есть, поскольку мы используем только стили от текущей библиотеки, то мы должны следом прописать dist, то есть это папка, которая есть в UI mini, и дальше прописать CSS, и после этого можно использовать UI mini .css. То есть мы указываем, что нам конкретно нужно импортировать из текущей библиотеки. И точно так же, если вы используете любую другую библиотеку в любом другом проекте, то есть можно сделать то же самое. Можно даже, в принципе, прописать минифицированную версию. То есть для подключения. Можно не прописывать, потому что Webpack и так ее минифицирует. Далее мы, опять же, в Vue скажем о том, что мы будем ее использовать. И тут есть также два варианта. Либо прописать UI mini здесь, либо же сделать следующим образом.
То есть после view use мы перенесем на новую строку. И далее через запятую укажем UI-mini. Сохраним. Проверим на ошибки. Ошибок никаких нету. Теперь обновим Film Library. Опять же, ошибки были только по дисконнекту. И у нас все так же есть наши стили. При этом в app.view мы их закомментировали. И также одним из плюсов есть то, что у нас есть зависимость в package.json. То есть, соответственно, если мы будем заново устанавливать наш проект, то у нас подхватится свежая версия. То есть не устанавливать, а инициализировать. Теперь при работе с анимацией мы так или иначе будем использовать одни и те же анимации в разных компонентах. Поэтому, чтобы не дублировать анимации в каждом компоненте, поскольку мы используем Scoped. Так, для начала я закрою. Так, мы сделаем это следующим образом. Мы Stylus, саму библиотеку удалять не будем, мы удалим только все самое лишнее. Нам фоны General и Typography уже не нужны, так как они подхватываются. Элементы нам точно так же не нужны. Гриды. Так, сейчас гриды. И в Utils нам не нужен будет Reset. А все остальное я оставлю. Так, в Animations мы все отсюда удалим. Сохраним, чтобы у нас Animations был пустой. Color я оставлю только для себя, чтобы в будущем, если понадобятся какие-нибудь цвета, то просто зайти сюда и посмотреть. Вы можете смело их удалять, либо также оставить, если вам нужно. Миксины можно точно так же оставить. Из Vars я тоже оставлю просто для себя, чтобы если нужны будут брейкпоинты, то я их просто отсюда вытаскиваю. А это все удалю. И в main.stylus, в принципе, на то, что он ругается, нам опять же не нужен reset. Переменные оставим. Фон нам тоже не нужен, нам нужна только анимация. И в принципе все. Посмотрим. То есть сейчас он нам выдавал ошибку о том, что мы подключаем несуществующие файлы. И также он писал о том, что я случайно удалил registration.view. Так вот, сейчас мы непосредственно будем работать с анимацией. Итак, друзья, я посмотрел на время, на самом деле записываем уже достаточно давно, поэтому по анимации я просто пробегусь, тем более там нет ничего сложного. Я использовал и Animate CSS библиотеку, точнее не библиотеку, а просто выдернул оттуда стиля, и также классы переходов, то есть vEnter, vEnterActive и vLeave. Тут достаточно подробная документация, я в принципе особо объяснять, как это работает, не буду, поскольку тут просто перечитывание пойдет. А для Animate CSS я покажу, как можно использовать также Animate CSS. А уже что выбрать, Animate CSS или анимированные списки, это уже для добавления тегов. У нас анимация, которая выходит с левого края, она используется следующим образом. Так, где у нас task? Нет, точнее home. И дальше опустимся ниже, вот где тег-лист. Мы используем Transition Group. А в Transition Group мы кидаем все классы, которые у нас стояли под тег-листом. И дальше прописываем Enter Active Class и Leave Active Class. Добавляем первый класс Animated, а второй класс Fade In Right. То есть при активации у нас будет срабатывать Fade In Right, а при уходе, то есть при их закрытии, потом в будущем будет срабатывать Fade Out Down. Если посмотреть, как они работают здесь, то вот он Fade In Right и Fade Out. То есть будет появляться примерно так же и... Ну, не примерно, они в принципе так же и появляются. Соответственно, дальше, когда мы выбрали то, что мы хотим использовать, мы просто копируем текущее название. Дальше переходим в Download Animate CSS. И через поиск просто вбиваем название анимации. WebKit нам копировать не нужно. Это префикс для браузеров, который Webpack сам поставит. Нам нужен лишь класс Fade In Right и сама анимация. И также нужен класс Animate, у которого в принципе все, что необходимо, это Animation Duration, то есть то общее время для анимации.
Соответственно, по такому принципу идет выбор анимаций. Дальше они все заносятся в animations.style. То есть, так, это transition, к которому вернемся чуть позже. А вот здесь вот уже идет использование Animate CSS. То есть вот у нас класс Animated. Дальше идет класс Fade and Right с текущей анимацией. И дальше Fade and Down. Дальше для тасков как раз таки, так, можно что-нибудь добавить для примера. Для тасков стандартная анимация появления, которую вроде бы я взял как раз таки из документации. То есть где у нас либо скрывается, либо показывается и тому подобное. Для логина и регистрации, то есть при ошибке у нас теперь поле как бы немного вздрагивает. Вот. Это делается следующим образом. То есть мы берем к input, там же, где мы его красим в border color, мы просто прописываем animated shake и прописываем 3 секунды. То есть, 3 миллисекунды. То есть то время, сколько должна идти анимация. То есть это было сделано также с помощью Animate CSS. И в Animate CSS мы в анимации shake просто прописываем. Ну, в принципе, это поле даже не нужно, нам важен keyframe с шейком. Ну и в целом на анимации это все. Также можно было, в принципе, Animate CSS подключить точно так же, как мы это делали и с UI Mini, да, например. То есть сделать все то же самое, но был бы один минус. Мы бы не смогли бы так удобно редактировать анимацию. То есть в шейке по стандарту стоит минус 10 пикселей, 10 пикселей или 15 пикселей, уже не помню. Но, в общем, анимация там бешеная. Поэтому для удобства редактирования, мне кажется, самый удобный вариант это как раз таки просто брать отсюда анимации, те, которые нужны, редактировать их по своему принципу и дальше их использовать. Тем более то, что на проекте обычно больше 5 анимаций это уже не используется. Обычно максимум 3-4 анимации. Дальше уже идет их переиспользование. Здесь анимация идет для тегов по тому принципу, который изложен в документации, прикреплю как в описании. И в принципе fade. Стандартная анимация, точно так же взятая отсюда, которая идет для появления текущего меню. То есть когда оно скрывается и появляется. Также можно легко редактировать и время появления, и менять transition, то есть играть с анимацией дальше. Также в home.view я добавил общую форму для текущих тасков. То есть сейчас, если попробовать отправить, то у нас выведется error с ошибкой о том, что поле не заполнено. Как только мы его заполняем, у нас поле отправляется. То есть все было сделано по аналогии с логином и с registration. Единственное, что... Сейчас submit. Так вот, submit у нас раньше была функция new task. Теперь это функция onSubmit, и мы сюда просто скопировали все то же самое, что и было у нас в new task. И единственное, что пришлось добавить, так это reset. То есть без ресета у нас выглядит все следующим образом. Так вот, без ресета, если мы будем что-либо отправлять, у нас не сбросятся ошибки у поля. То есть это можно, в принципе, и добавить в логин и в registration при регистрации в логине, но мы этого делать не будем, поскольку у нас там сразу же будет идти редирект в будущем. А вот для текущего поля как раз таки ресет необходим. В принципе, на этом все. Если будут какие-то вопросы, можете писать спокойно в комментариях к YouTube. Либо же я также оставлю ссылку на коммит. Можете посмотреть все там. Я, в принципе, все прокомментировал, оставил комментарии. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Увидимся!